Темный мешок, привязанный к старому клену, внезапно зашевелился и издал едва слышный жалобный писк. Мужчина, осторожно заглянул внутрь, и в тот же миг в ужасе вскрикнул. Мужчину звали Виктор. В то утро он отправился на прогулку в городской парк, расположенный на окраине небольшого города. Он часто бывал здесь и прекрасно знал каждую аллею, каждый мостик через ручей, каждую скамейку и старое дерево. Этот парк давно стал для него местом, где можно было отвлечься от суеты, привести мысли в порядок и просто насладиться тишиной. Иногда он останавливался, чтобы послушать шелест листвы, пение птиц и тихий шум воды, и в такие моменты ему казалось, будто время здесь замедляется. Неожиданно Виктор услышал странный писк. Звук был очень слабым, почти неразличимым, словно доносился откуда-то издалека. Он остановился, внимательно прислушался и сначала решил, что ему просто показалось. Однако спустя несколько секунд писк повторился. На этот раз он прозвучал немного громче и настойчивее. В этом тихом звуке чувствовалась настоящая тревога. Виктор нахмурился и направился туда, откуда, как ему казалось, доносился писк. Он осторожно шел по узкой тропинке, внимательно осматриваясь вокруг. Чем ближе он подходил, тем яснее понимал – это был не случайный звук. Кто-то отчаянно звал на помощь. Через несколько минут он заметил большой черный мешок, который был привязан к ветке старого клена. Мешок слегка покачивался, вокруг почти не чувствовалось ветра. Поблизости не было ни одного человека. Лишь пустынный парк и непривычная тишина, которая теперь казалась пугающей. И вдруг мешок снова пошевелился. Сердце Виктора заколотилось быстрее. Он медленно приблизился, осторожно развязал веревку и, задержав дыхание, заглянул внутрь. В следующую секунду тишину парка прорезал его испуганный крик. На дне мешка лежал крошечный щенок породы лабрадор. Он был невероятно худым, измученным и почти не двигался. Малыш едва дышал и тихонько поскуливал, словно из последних сил пытался подать знак, что еще жив. Виктор не стал терять ни секунды. Он бережно достал щенка, аккуратно завернул его в свою куртку и быстрым шагом направился к автомобилю. Руки заметно дрожали, но он понимал, сейчас каждая минута может оказаться решающей. Пока они ехали, мужчина все время спокойно разговаривал со щенком, стараясь поддерживать его и не позволить ему потерять сознание. В ближайшей ветеринарной клинике малыша сразу же осмотрел врач. «Ему невероятно повезло», — серьезно произнес ветеринар после осмотра. «Если бы его нашли хотя бы на несколько часов позже, спасти его уже не удалось бы. Он был на грани гибели от голода и нехватки воздуха». Щенку сразу назначили лечение и круглосуточное наблюдение. Первые несколько дней его состояние оставалось очень тяжелым, однако постепенно он начал восстанавливаться. Виктор ежедневно приезжал в клинику. Он кормил малыша, осторожно гладил его, разговаривал с ним и сидел рядом столько, сколько позволяли врачи. Иногда щенок с трудом открывал глаза и долго смотрел на своего спасителя. С каждым днем в этом взгляде становилось все больше жизни и доверия. Когда щенок окончательно окреп, Виктор забрал его домой. Заранее он приготовил для нового питомца мягкую лежанку, миски, игрушки и все необходимое. Несколько дней мужчина размышлял над именем и в конце концов решил назвать малыша Ричи. Это имя показалось ему добрым и светлым, и каждый раз произнося его, Виктор вспоминал тот день, когда случайный писк изменил сразу 2 жизни. Прошло уже 6 месяцев. Когда-то беспомощный маленький комочек превратился в крепкого, здорового и красивого пса. Ричи с удовольствием бегал по дому, радостно встречал хозяина у двери после каждой прогулки или работы и почти никогда не отходил от него. Иногда они снова приходили в тот самый городской парк, где когда-то все произошло, но теперь гуляли по его аллеям уже вместе. И все же самым удивительным оставалось другое. В глазах Ричи всегда читалась особая благодарность и безграничная преданность. Казалось, он прекрасно понимал, что именно этот человек однажды подарил ему шанс жить.